Доброго времени суток. В этом обзоре я хотел бы поговорить о такой проблеме моющих пылесосов Zelmer, как фильтр. В чем проблема заключается в фильтрах? В том, что их очень проблематично найти. А если и найдешь, то в основном это только интернет-магазины. Но стоят эти фильтры очень дорого. Имеется вот в моющем пылесосе вот такой вот фильтр. Это обычный поролон. И случилось как-то у меня так, что я даже не понял как, то ли сын, то ли кот, то ли как-то я мыл его, в общем, и он обнаружил, что он у меня просто в этом месте был порванный. Был вместе в этом порванный, думал, что делать. В магазинах нигде нету, заказывать 600 рублей, отдавать за поролон, просто кусок маленький поролона. Но это дорого очень. Посидел я, подумал и решил. Смотрю я так в этот шов и понимаю, что это просто пластмасса. Это пластмасса. Был, значит, у меня в арсенале вот такой вот пистолетик со стержнями. Купить его можете в фикс-прайсе за 55 рублей. Вам будет и пистолет, и стержень. Больше вам ничего не надо. Да, ну будем еще использовать ножницы. Так, начнем, пожалуй, пока с ремонта старого. Было у меня вот тут в этом месте порвано. Взял я просто клеевой пистолет, включил в розетку, нагрел. Как только нагрелся, я этот шов просто заклеил. Я подождал, пока он высохнет, лишнее я немножко убрал. Вот. И держится он крепко. Вот. Это что касается насчет ремонта старого фильтра. А теперь насчет того, когда фильтр уже становится непригодным. Это может в зависимости, кто как пользуется. Может через год, может через 2, может через 3. Может у вас там код порвет. Всякое может быть. Начнем с того, как же сделать фильтр самому. А делается он очень просто. Берется просто обычный кусок поролона. Желательно взять, конечно, менее пористый, чтобы немножко был как бы просвет через него. У меня он более плотный, но в принципе на мощное всасывание это не влияет, я проверил. Берется кусок поролона, приставляется сам фильтр, отмечается и, скажем, вот в этом и в конце отметим. Теперь давайте еще вот здесь отметим, чтобы мне было удобно отрезать. Так, теперь берем длинную линейку. Так, извиняюсь за грохот. Не приготовил я себе линеечку. Так, у меня в качестве линейки будет служить уровень. Размечаем линию и отрезаем.
Все. Отрезали мы вот такой кусочек поролона. Не обращайте внимания, что здесь стороны он немножко неровный. Это был краешек. Делаю я этот фильтр исключительно для образца. Поэтому не судите строго. Для себя вы можете сделать намного аккуратнее. Так. Что нам предстоит дальше? Дальше берем верхнюю часть крышки пылесоса и примеряем, как же он у нас будет стоять. Так, сейчас немножко камеру подниму. Берем сам фильтр, вернее этот поролон, и примеряем, где у нас будет конец. Сделаем немножко туже, чтобы он входил немножко с натягом. Давайте отметим вот здесь. Отметили. Убираем верхнюю часть контейнера. Так, теперь отмечаем опять линию. И отрезаем по этой линии. Все. Вот такая у нас вышел фильтр. Теперь осталось его вот в этой части заклеить. Беру я клеевой пистолет. Сейчас я его буду нагревать. Для меня, в общем, пройдет несколько минут, а для вас практически ничего. Итак, разогрелся у меня пистолет. Я камеру немножко переставил для удобства, чтобы вам было все видно. Как делаю я? Я беру вот этот кусок поролона, кладу на него, в моем случае это уровень металлический, чтобы мне было удобно его склеивать. Да? Как это делается? Беру, значит, клеевой пистолет и... Так, сейчас я лишний клей оттуда уберу. Засохший. И начинаю наносить клей на одну из сторон. Нанес я так обильненько клей и начинаю клеить. Вот, собственно, заклеено. Ждем, пока клей высохнет полностью. Затем убираем, в моем случае это уровень, в вашем не знаю. Смотрим на недочеты. Нужно полностью выждать, пока он высохнет. Но недочеты я вижу уже где. Вот, берем, значит, опять клеевой пистолет. И если у нас где-то остались щели, начинаем просто туда наносить жидкий пластик.
Так, ну вот и все. В принципе, заклеил. Сейчас я немножко выжду время. И затем будем уже этот фильтр одевать на верхнюю часть контейнера. Итак, значит, фильтр у нас уже подсох. Теперь пробуем одеть этот фильтр на свое место. Фильтр. И одеваем его. Это у нас не расходится. Все сделано хорошо. Вот. Вот, собственно, и все. Вот такой вот фильтр для такого пылесоса стоит 600 рублей. 600 рублей. Я его сделал за бесплатно. Из того, что у меня было. В вашем случае, если нет у вас материала для фильтра, можете сходить, я думаю, в строительный магазин где-то и купить там, в общем, этот материал. Вот, в принципе, и все. Если я кому-то помог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новых видосов. До новых встреч!